Так как у тебя больше опыта вообще в трейдинге, ты прошел больше обучений, хотелось узнать твое мнение, почем будет биткоин в сегодняшнем цикле. Конечно же, предсказать точно не удастся, но твое видение на базе анализа, и еще раз хочется отметить, что это не финансовая рекомендация, наши эксперименты, то, как видим рынок мы. Все ждут биткоин по миллиону, по 2, по 3, по 15, кто-то ждет по 130-150 тысяч. У всех экспертов, инфлюенсеров различные мнения на этот счет, многие сходятся, но я думаю, что это они работают в подписных каналах, где информацию, ну, на мой взгляд, сливают ту, которая кому-то выгодна. Всегда цена на все истории поднималась, снижалась, опять поднималась, опять снижалась, но никогда не снижалась ниже предыдущего уровня. Да, так было здесь, мы не опустились ниже, так было здесь, да, мы не опустились ниже этого уровня, и я надеюсь, что мы ниже вот этого уже не пойдем, да, ниже 20-14 тысяч мы не пойдем, но тебя интересует высота, и эту высоту как раз-таки я анализировал, измерял по различным признакам, по паттернам, да, и у меня вот есть отмеченные от халвинга, да, расстояния какие-то с индексом, который их, скажем, там дает поправку на то, что произошло в том цикле, потом в другом, поскольку наш цикл сегодняшний довольно похож на 2017 год. Если аргументированно, то я здесь делал определенные замеры, насколько выше с каждым халвингом был рост. И самое позитивное значение у меня получилось в 300, да, но это может быть вопрос времени. К 2026 году мы, скорее всего, что можем отработать и 300. Почему я так думаю? За 2017 год был рост вот такой, 3 миллиона. То если мы возьмем вот здесь уже тот же элемент рисования и в следующем цикле 2021 года, то это уже будет всего лишь 1200. Ну, если взять максимум, который на второй волне был, ну, 1260. И таким же образом, да, я беру перспективу сегодняшнего момента. Точно так же мы берем, если вот это взять у нас за цикл, да, то у нас здесь 588. И здесь, видите, был такой рост, потом меньше рост, и с каждым, поскольку и после халвинга выплата майнерам снижается, и, скажем так, интерес или популяризация биткоина появляется, ну, скажем так, биткоина становится меньше, а интереса становится больше, он должен дорожать, но относительно той цены, которой он уже был, когда он был 0 и стал что-то стоить, это было большое количество процентов. Но когда он уже стоил здесь 15 тысяч и стал стоить 100, ну, то это уже, хоть и вроде в деньгах, да, большая дистанция, но в процентах это получается всего там 588 мы прошли до максимума. Ну, вот 115 это мы считали с моим товарищем, что где-то в этом цикле будет 115. Но поскольку этот цикл отличается от других, и он, возможно, будет гораздо сильнее и активнее, поскольку появились ETF, поскольку узаконилась криптовалюта во многих странах, да, даже в тех, которых была запрещена, поскольку сейчас не только простые люди там привлекаются свои инвестиции в биткоин, но и крупные фонды, возможно, эту цену будут разгонять, и интерес к этому, возможно, мир начнет принимать биткоин как альтернативу золоту там для сбережений, потому что перемещать легко, хранить легко и ценность имеет, поскольку всего 21 миллион будет намайнен в финале. Имеет ограниченную эмиссию, и за счет этого, ну, когда ему придадут статусность и ценность, да, он будет дефлиться похоже на то, что может быть 115, но может быть и 130, как предрекают все, но максимум ставят 150 до лета. Хочется отметить, что это ни в коем случае не финансовая рекомендация. Никто не знает, даже те эксперты, которые предрекают биткоину 130 тысяч, они тоже не знают, никто не в видении. Опять же, правильно робот отметил, насколько экономика полетит, насколько его разгонят, так он и взлетит. Ну и также есть мнение, что его просто могут привлечь людей в него и обнулить. Это тоже одна из версий, которая имеет право на рассмотрение, поэтому абсолютной веры сейчас нету, ну, ни в один, наверное, актив, какой бы он ни был. Поэтому, кроме единственный актив, да, это инвестиция в тебя, свой потенциал, свой какой-то базовый навык, который сможет прокормить тебя в любом случае. Да, вчера у нас была предпосылка или видение наше было о том, что линк пойдет сильно вниз,
мы прорисовали и даже поставили на бирже вот такой вот, значит, цели закупки. К сожалению, до этой цели не дошло, да, и я в середине дня зашел вот в этой позиции, сделал 13 центов, это плюс 10%. Потом я решил, что Link продолжит свой ход, перезашел еще раз здесь. К сожалению, здесь был убыток 9 центов, потому что цена пошла в другом направлении, стоп-лосс у меня закрыло. Я перезашел в лонг, сделал 9%, и на четвертой сделочке я все-таки думал, что Link после промежуточного роста пойдет вниз. Были некоторые предпосылки, но он развернулся и пошел тоже в другую сторону, и опять закрыло по стоп-лоссу. То есть в сумме за прошлый день или с того времени, как мы записывались, получилось сделать 2%. Если в сумме все сложить, то где-то 2% удалось сделать. Ну и уже сегодня, посмотрев, проанализировав всю ситуацию на рынке, я зашел или выставил вот здесь 14.93, по-моему, и вот сижу в позиции, надеюсь, что все-таки цена дойдет вот до этих пор, то есть 14.73, и получится, удастся сделать 6 к 1. То есть если стоп-лосс у меня 1, то в 6 раз риск-менеджмент даст возможность заработать. Ну, отлично. Единственное, что мы с тобой на прошлом видео, кто не был, посмотрите, обязательно говорили о входах по середине между линиями, да, и это такой момент, который, как я сказал, его можно применять, но там совсем другие параметры и по входу, и по выходу. Поэтому ну, нежелательно, входя в середине, ориентироваться на цели, которые у тебя для 15-минутного таймфрейма, то цели должны быть, если ты входишь, ориентируясь на 5-минутку или на минутку, там и цели будут немножко другие. Но, тем не менее, это твой опыт, так как ты его торгуешь. Я, допустим, ну, вижу, что нету сделки и не нужна сделка. Или же нужно поменять монету, или же нужно ждать понятной точки входа. И вот мы тогда с тобой прорисовали, да, возможно, я погорячился ну, достаточно далеко поставить точку входа, но был недалек от истины, потому что чуть меньше перестраховки, и на 15 мы бы вполне могли войти и сидеть в шортовой сделке сейчас, ну, в плюсе, и не нервничать на тех микросделках, которые у тебя были. Стоп должен стоять за вторую волну. Вот. И если ты немножко так увеличишь высоту графика, мы посмотрим, какая волна вторая в твоей сделке. И это будет примерно район, да, правильно ты показал, там есть сквизы такие, 2 зеленых сквиза, и вот за них и за предыдущий, скажем, отскок цены я бы поставил 15 где-то, да, 40, ну, 15.05, да, у нас был глобально нисходящий тренд, который мы благополучно вот здесь где-то сломали на дневном, где-то на недельном мы его подломали, и уже такая у меня большая уверенность в том, что мы сменили тренд, и поэтому я вот здесь, хоть и рисую, как я говорил в прошлом видео, вымпел, треугольник и фигуры, которые расторговываются какую захотят сторону, вернее, не они захотят, а люди, управляющие этими инструментами торговыми, но мы видим, что здесь какая-то такая консолидация, похожая на вымпел, есть такой момент. Я вошел в эту лонговую сделку, она лучше у меня просматривается на 15-минутке. Вошел я вот здесь и уже хотел здесь закрываться, но потом решил дождаться до конца этой игры цены. И вот снова мы вернулись к точке входа. Это опять же я к тому, что где ставить стоп. Если бы я здесь поставил стоп, то мне нужно было бы снова перезаходить. Поэтому пока нету непонятно. И с точки зрения цели я вообще рассчитывал на поход к этому имбалансу, но взял просто риск прибыли 1 к 3 и решил, что мы все-таки будем здесь ловить синицу в руке. Пока ждем, пока сделка в сделке. И как и в случае, о котором я говорил, с линком, когда биткоин пройдет выше 95 300 и закрепится, я уверен, что Magic тоже отработает эту сделку. Ждем ваших комментариев, лайков, подписок и, конечно же, вопросов.